Этот эпизод отлично поставлен. Языки пламени занимают все пространство вокруг героев. Сыплются искры, отблески и блики играют на костюмах персонажей. Все эти детали Т-10 передает очень хорошо. Приветствую, друзья! Сегодня расскажу вам о новом проекторе Toyinger T10. У меня этот проектор уже 2 месяца. Успел его достаточно хорошо изучить, отсмотрел разный контент и сейчас расскажу вам о всех особенностях этой модели. В первую очередь у T10 очень интересный дизайн. Сочетание классического черного глянца на верхней панели аппарата с боковыми серебристо-серыми панелями. Ближе всего это дизайн к LED-LP аппаратам. Проектор T10 имеет такие же компактные размеры, и это его плюс. И если многие его собратья занимают гораздо больше места на столе или на полке, то этот проектор более компактен и лучше вписывается в интерьер гостиной. Коэффициент проекционного расстояния у Toyinger T10 такой же, как и у Changhong C300, и находится в районе 1,2. Это значит, что менее чем с 3 метров проектор покажет диагональ в 100 дюймов, что несомненно плюс для небольших помещений. Все видео в этом обзоре записано как раз для этого размера диагонали проекции. Как вы можете видеть, теперь экраном у меня служит специально подготовленная стена, которая выровнена и покрашена белой матовой тикеролой Евромат. Это отличный вариант для любой диагонали и смотрится органично. Такой экран не нужно сворачивать и разворачивать. Штанга экрана не зависает над потолком и нет никакого белого или серого прямоугольника посреди стены. Одним словом, такой экран отлично подходит для любителей скандинавского или шведского минимализма в интерьерах. Днем это просто красивая белая стена без лишних нагромождений, а вечером превращается в окно в чудный мир кинематографа. Собственно, это превращение можно осуществить и днем. Достаточно повесить на окно blackout шторы из плотной ткани или установить рулонную blackout штору на каждую створку окна. Минусы такого экрана в том, что у вас должна быть свободная стена и нужно будет аккуратно обращаться с поверхностью, чтобы не оставить черточек и отметин. Возвращаемся к нашему проектору. Заказывал модель T10A с возможностью подключать телефон по беспроводному соединению и транслировать все, что происходит на экране. В большинстве проекторов на 1 LCD эта функция работает не лучшим образом. То есть посмотреть фотографии вы сможете, а вот при трансляции видео периодически будут небольшие подергивания, потому что из трансляции выпадают кадры. Проверял на разных режимах и в различных разрешениях, везде были выпадения, или картинка слегка сыпалась на квадратики и раз примерно в 8-10 секунд. Проверял на Android соединение, а возможно с iPhone работает как-то по-другому. Еще Toyinger T10 можно использовать в качестве Bluetooth колонки. Выбирается пункт меню, проектор соединяется с телефоном и переходит в режим воспроизведения аудио. Светодиод в проекторе при этом выключается. Громкость воспроизведения можно регулировать с пульта. Могу заметить, что с такими вещами лучше справляются Bluetooth колонки. Низкочастотная составляющая у них явно лучше, чем в любом проекторе на 1 LCD. Toyinger T10 поставляется в симпатичной белой коробке с ручкой для переноски. Внутри он надежно защищен от ударных воздействий, а сама коробка поставляется с пластиковыми защитными уголками, что дополнительно защищает посылку в процессе транспортировки. В комплекте идет сам проектор, пульт дистанционного управления, кабель питания, кабель HDMI и кабель AV для подключения старых приставок и DVD. Инструкция и салфетка для ухода за оптикой. Защитной крышки нет, но она в этой модели не нужна. Объектив всегда находится внутри корпуса благодаря продуманной конструкции. Верхняя панель проектора выполнена из черного глянцевого пластика. Имеет ряд кнопок управления и кнопку включения с индикацией работы. С одной стороны это красиво, а с другой поверхность довольно маркая и на ней остаются отпечатки. По периметру идут серебристо-серые панели с перфорацией, что в сочетании с черным верхом и низом смотрится довольно стильно и одновременно строго. На передней панели достаточно много места отведено линзе объектива. Датчики гигапорта установлены как спереди, так и сзади. На передней панели расположена решетка вентилятора системы охлаждения, которая работает на выдув. Вообще у T10 довольно необычная система охлаждения. Она забирает воздух снизу проектора, а выдувает спереди. Учтите это, когда будете устанавливать аппарат. Он должен стоять на ровной поверхности с доступом свежего воздуха. В проектор установлена пара динамиков на 5 Вт. На боковой панели расположен вход HDMI, вход AV, выход на наушники и пара USB портов. Кольцо фокуса располагается в нише с противоположной стороны. Регулировать фокус удобно, ход кольца плотный.
Оптической регулировки трапеции нет, зато есть отличная цифровая 4D трапеция по 4 точкам, которая не мылит изображение. Вызывается кнопкой с пульта, либо через меню опций проектора. Проектор запоминает настройки. После выключения настройки кейса сохраняются. Пульт DO удобный, хорошо лежит в руке, управление интуитивно, а сами кнопки прорезинены и хорошо нажимаются. При нажатии тактильно приятные. Пульт питается от двух батареек 3А. Проектор хорошо слушается пульта, направлять можно в проектор или в экран. Еще одним положительным моментом проектора Twinger T10 является достаточно низкий шум работы. Шумит он немного потише, чем большинство его собратьев на 1LCD. Например, в ZCAD C3 работает заметно громче. Чистить T10 от пыли достаточно удобно. Для этого достаточно снять нижнюю крышку и удалить пыль с матрицы и поляризационного стекла ватной палочкой или мягкой кисточкой. Это заметно проще и быстрее, чем разбирать весь аппарат, что является большим плюсом этого проектора. Меню у проектора характерное для других таких же аппаратов на 1LCD. В закладках Picture Sound и Time Options можно настроить работу проектора по вашему вкусу и желанию. При подключении по HDMI можно уменьшить картинку на 25%, настроить Bluetooth подключение к беспроводным наушникам или колонке, а также соединение по Wi-Fi. Еще одна интересная фишка этого проектора – возможность просматривать с флешки документы Microsoft Office, будь то файлы Word, или таблицы Excel, или презентации в PowerPoint. Все это легко запускается и показывается посредством проектора. Пункт Office выбирается прямо из меню проектора, так что эта модель подойдет для проведения презентаций в небольших офисах. Технические характеристики проектора Twinger T10. Проектор выполнен по технологии 1LCD. Разрешение матрицы 1920 на 1080 точек. Яркость порядка 450-500 ансилюмен, что достаточно для комфортного просмотра контента на диагонали в 100 дюймов. Сам проектор довольно компактный, размерами 22 на 22 см и высотой 13 см. Масса проектора 2 кг. Перейдем к тестам на примере изображения Бурож. Диагональ проекции 100 дюймов, расстояние от проектора до экрана 280 см. Рассмотрим тест равномерной заливки однородным цветом по экрану. На белом мы можем наблюдать виньетку, затемнение по углам кадра, что характерно для всех 1LCD проекторов. Яркость в центре проекции выше, чем по краям. При просмотре обычного контента этот момент не заметен и не бросается в глаза. Цвета у проектора яркие. Черный можно настроить насыщенным, включив функцию динамический контраст, или же сохранить детали в тенях. Девушки смотрятся хорошо, кожа выглядит несколько загорелой, при желании можно снизить цветовую насыщенность. Теперь по резкости, ее достаточно, чтобы читать текст по всему полю кадра. По углам немного подмыливает, в правом углу немного больше, но текст будет читаться как в браузере, так и на любом другом контенте без проблем. Картинка у проектора достаточно резкая. Для фильмов рекомендую снизить параметр контурной резкости до 40, а контраст до 42. Заодно и цветовую насыщенность можно немного убавить. Девушки с параметром цвета на 50 несколько перенасыщены. Кому критично, можно снизить параметр цветности. Картинка с ветками без сильных артефактов. Ресницы на картинке с глазиком выглядят детальными и хорошо различимы, как и мелкие ворсинки на носу. Оттенки перехода кожи плавные, пересветов и потери деталей в цветах нет. По птичке тоже все хорошо, оперение выглядит детально. На таблице с градациями яркости и контрастности видно, что проектор показывает детали как в цветах, так и в тенях, как и проектор X21 и H5. При желании можно настроить более глубокий черный, как в большинстве 1LCD. Далее идут домики, картинка выглядит детализированной. По девушке видны детали в тенях, которые обычно уходят в завал и сливаются с черным. Теперь перейдем к тестам YouTube и плавного видео в 60 FPS. Картинка комфортная, 100 дюймов можно смотреть без усталости для глаз. У проектора Twinger T10 гамма настроена максимально близко к LED DLP аппаратам, точно так же, как и на X21 и H5. Детали в черном не теряются. У многих 1LCD черный завален, и часть деталей картинки вы не увидите. Особенно это становится заметно в темных фильмах и во многих современных играх. Здесь же нет проблем с отображением деталей в тенях и темных сценах. Цвет в тестовых роликах проектор передает отлично, видны все оттенки и детали. Плавность движения на 60 Гц хорошая, проектор показывает идеально плавную картинку. Посмотрим на тесты в ролике с Уиллом Смитом. Все показывает плавно, без рывков, тиринга и артефактов.
на проекторе T10 отлично выглядят любые сюжеты. Панорамные кадры, звери в дикой природе, цветы и растения, подводный мир. Матрица Full HD показывает более выигрышную картинку на большой диагонали в сравнении с 720p проекторами. Оттенки кожи проектор передает верно. Проектор справляется как со светлыми, так и с темными сценами, сохраняя детализацию благодаря правильно настроенной гамме. Как уже говорил, любители сверхчерного 1 LCD могут добавить себе контраста и получить глубокий черный, ценой потери некоторых деталей в тенях, либо смотреть сбалансированную картинку. Для этого есть как настройки яркости и контраста, так и функции динамического контраста, которая увеличивает глубину черного. Как мы видим, YouTube на проекторе Twinger показывает отлично. Спортивное мероприятие на T10 порадует вас большой, плавной и детальной картинкой. В футбольном матче будут видны все штрихи, а цвета выглядят яркими и насыщенными. Вы увидите каждый гол во всех подробностях, а реакция болельщиков на все происходящее погружает в события еще сильнее. Разумеется, не забывайте о хорошем звуке. Правильный домашний кинотеатр создает полное впечатление присутствия на стадионе. Все спортивные мероприятия с повышенной частотой кадров на 50 и 60 FPS выглядят плавно и реалистично. Картинка отличная. Рывков, тиринга, пропуска кадров и других артефактов нет. Можно смотреть теннис, баскетбол, хоккей, Формула-1 и вообще любые соревнования. На большом экране такие трансляции выглядят очень эффектно и вызывают бурю эмоций у зрителей. Переходим к просмотру фильмов на проекторе Twinger T10. Мне этот проектор внешне чем-то напоминает обновленного Человека-паука из третьей части трилогии Сэма Рэйми. Поэтому начнем мы прямо с первой части ЧП 2002 года. Когда он вышел, это был один из самых захватывающих фильмов о супергероях и одна из лучших экранизаций Человека-паука. Честно говоря, мне эта трилогия нравится больше всех прочих. Фильм демонстрируется с Blu-ray диска на консоли Xbox One S. Картинка отличная, формат 16:9, изображение идет на весь экран без черных полос. Полеты на паутине захватывают внимание зрителя и выглядит просто отлично. Проектор T10 хорошо справляется как с дневными, так и с ночными сценами в этом фильме. Зритель видит все детали. А вот сцена в горящем доме, где столкнулись Человек-паук и Зеленый Гоблин. Этот эпизод отлично поставлен. Языки пламени занимают все пространство вокруг героев. Сыплются искры, отблески и блики играют на костюмах персонажей. Все эти детали T10 передает очень хорошо. Я настоятельно рекомендую посмотреть всю трилогию на большом экране. Эффект погружения в таких сценах отличный. Фильм снят 20 лет назад, и трансфер на Blu-ray имеет характерное пленочное зерно, что придает просмотру ламповой атмосферы. При этом детализация лиц сохраняется на высоком уровне. Видны все черты, небольшие морщинки, вся актерская игра показана зрителю в полном объеме. А вот и Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга в фильме «Казино Рояль». В дневных сценах отлично переданы детали как в цветах, так и в тенях. Проектор хорошо прорабатывает сцену, как на улице, так и внутри автомобиля или в помещении. На пиджаке Бонда видны все складки, благодаря тому, что проектор не съедает детали в тенях, как большинство 1 LCD. Это делает картинку проектора более объемной. Сцены во время игры в покер тоже отлично проработаны. Видны все детали в темных тонах на одежде игроков. Лица и мимика тоже переданы хорошо. На детальных планах видна каждая складочка и морщинка вокруг глаз Ле Шифра. Проектор передает весь замысел режиссера и оператора в полной мере и справляется даже в таких непростых по освещению сценах. В мультфильме «Король Лев» сохранены все детали, штрихи и нюансы работы художников. Картинка яркая, насыщенная, цвета приятные, анимация плавная. Мультфильмы будут радовать вас и ваших детей. Мы с сыном смотрим мультфильмы с удовольствием, и ребенок всегда в полном восторге. В нашем детстве кинотеатры были только публичные, а дома максимум диафильмы. Хотя и сам процесс диафильмов тоже был чем-то волшебным и захватывающим, когда на простой простыне возникали яркие и красочные картинки, и папа читал сказку. Кстати, на этом проекторе тоже можно показывать диафильмы ребенку. Достаточно скачать их в любом графическом формате JPEG и листать кадры по очереди. Любой современный проектор позволяет смотреть диафильмы вместе с ребенком, и делать это сейчас намного удобнее, чем в те годы, когда нужно было заряжать пленку в кассету и вращать ручку, чтобы сменялись кадры. Сейчас достаточно вставить флешку с диафильмом и нажимать кнопку на пульте. Вот мы и добрались до видеоигр.
Проектор Twinger T10 имеет задержку в районе 50 миллисекунд, можно поиграть в сюжетные игры или не в самые хардкорные платформеры. Спокойно можно играть в гонки. Этот показатель как у среднего LED телевизора, которое смотрит у себя дома большинство людей. Такая же задержка у проектора Everycom M9, на котором долгое время играл без каких-либо проблем. Сейчас вы видите кадры из гоночной игры Forza Horizon 5, которая вышла в конце 2021 года. Действие происходит в Мексике. В игре много различных видов местности, от скалистых вершин в горах и до тропических зарослей болот Фламинго. Как всегда, Horizon — это яркий и веселый фестиваль, в котором не скучно проводить свободное время. Включаешь игру на полчаса и запросто можешь играть еще пару часов, даже не заметив, как пролетело время. В игре открытый мир и множество гоночных заездов и заданий на любой вкус. Погодные условия сменяют друг друга на протяжении заезда. Сначала может пойти дождь, а в следующем заезде вы попадете в песчаную бурю, как в фильме «Безумный Макс». Twinger T10 отлично передает все эти красоты на большом экране. Спортивные игры на проекторе T10 выглядят отлично. В баскетболе создается полное ощущение присутствия на матче. Этому способствует плавная анимация игроков на 60 кадрах в секунду и большая 100-дюймовая диагональ. На повторах видны все мелкие штрихи и детали, даже капли пота на лицах игроков и проработанная динамически изменяемая складка на одежде. Зрители активно болеют за любимую команду. Хоккей на проекторе выглядит также на отличном уровне. Эмоции и радость команды, взятые крупным планом, показаны отлично. Шайба залетает в ворота с разных ракурсов во время повтора. Болельщики восторга ревут и скандируют на трибунах. Сама графика выше всяческих похвал. Когда детально проработано не только лицо каждого хоккеиста, но даже и коньки спортсменов, вплоть до каждой черточки и шнурка. Создается полное ощущение реальной трансляции, насколько хорошо сейчас выглядят современные спортивные симуляторы. С платформерами на T10 тоже полный порядок. Красивые и плавные игры идут отлично. Скроллинг идеальный, нет рывков, тиринга или пропуска кадров. Играется интересно и приятно. В игре Rayman проработаны все детали как ближнего, так и дальнего плана. Хорошо прорисован туман в болотах и деревья вдали, которые растут в лесу за стенами замка. В темном уровне в замке тоже отлично проработаны все детали каменной кладки, даже в тенях. Хорошо виден каждый камешек на всех уровнях переднего и заднего плана. Сами цвета и палитры переданы отлично, переходы плавные. Старые игры с 90-х тоже хорошо работают на проекторе Twinger T10. Сейчас вы видите игру Sonic 2. Картинка плавная, яркая и приятная глазу. Яркости проектора хватит, чтобы играть в подобные игры при включенном свете или смотреть мультфильм. Персонажи управляются хорошо. Задержка субъективно не ощущается. Проектор T10 и этот тест проходит без проблем. Подведем итоги. Проектор Twinger T10 это в первую очередь интересный дизайн. Во многом этот проектор стал ближе к старшим LED DLP моделям. Компактные размеры, цифровой 4D кейсинг по 4 точкам, правильно настроенная гамма с сохранением деталей в тенях. Все это делает T10 ближе к LED DLP аппаратам. Возможность устраивать презентации в небольшом офисе тоже в плюс этому аппарату. Он может показывать документы Microsoft Office встроенным плеером. С другой стороны, сам встроенный плеер не поддерживает AC3 и зеркалирование в моем случае шло с периодической потерей кадров. Возможно, при соединении с ноутбуком или другим смартфоном связь будет без потерь. К проектору можно подключить Bluetooth наушники или колонку по беспроводному соединению. Это тоже плюс этого аппарата и снова делает его ближе к старшим DLP моделям. Есть версия проектора со встроенным Android, маркируется на T10W, но там все как всегда, есть определенные ограничения по железу и софту. А также версия T10A показывает ярче, чем T10W, потому что встроенный Android забирает дополнительную энергию для работы. Проектор Twinger T10 стоит немного выше среднего для 1 LCD аппаратов, но и свои плюсы он за эту цену предоставляет. Экран 100 дюймов проектор покажет с запасом по яркости. Коэффициент проекционного расстояния в районе 1,2, что делает эту модель удобной для небольших помещений, потому как зритель получит максимально большую диагональ в своих условиях. Встроенные динамики вполне справляются с задачей показать вечером сериал, мультфильм или фильм, но для большего погружения рекомендую внешнюю акустическую систему или домашний кинотеатр на основе ресивера, акустики и сабвуфера.
Тогда масштаб звука будет сравним с размерами изображения, и получаемые эмоции от просмотра будут максимально глубокими и впечатляющими, а это главное. Модель проектора достаточно новая. На момент записи этого обзора продано чуть менее 150 экземпляров. Ссылка на проверенный магазин, где заказывал проектор, находится прямо под видео. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте пожелания и вопросы в комментариях. Ваша поддержка очень важна для развития канала. Далее вас ждут новые обзоры. Спасибо, что остаетесь на канале.